Друг Пушкина и Грибоедова, отважный воин и герой войны с Наполеоном, карточный шулер, скандалист и дуэлянт, убивший на дуэлях 11 человек, но при этом потерявший 11 собственных детей. Человек, которого высадили с корабля за отвратительное поведение во время кругосветной экспедиции Крузенштерна. При этом он стал своим среди алеутов и прожил среди них несколько месяцев. А еще он любил в петербургских салонах демонстрировать татуировки, которые сделали ему жители Маркизских островов. Все это одна и та же личность – Федор Толстой. В этом видео я расскажу о жизни этого удивительного человека. Еще здесь будет чуть-чуть поэзии. Это стихи, которыми обменивались Пушкин и Толстой. Правда, в основном они оскорбительного содержания, поскольку эти двое чуть не подрались на дуэли. Ну и также я спою небольшой фрагмент алеутской песни. Федор Иванович Толстой родился в Москве в 1782 году. Он был представителем знатного рода Толстых. Кстати, Лев Николаевич Толстой являлся двоюродным племянником нашего сегодняшнего героя. Юноша закончил морской кадетский корпус, и уже во время учебы он отличался физической силой, ловкостью, но и непоседливым конфликтным характером и часто нарушал дисциплину. В 1797 он был зачислен прапорщиком в Преображенский полк, один из самых элитных, престижных полков Российской империи. Сложный и буйный характер юноши стал проявляться и там. Как-то Федор Толстой узнал, что ожидается полет на воздушном шаре. Он договорился с теми людьми, которые это дело организовывали, хорошо полетал на этом самом воздушном шаре, но опоздал на полковой смотр. Из-за этого полковник, когда Толстой все-таки туда явился, отчитал юношу, то есть обошелся с ним, по мнению Толстого, очень невежливо, отчитал за нарушение дисциплины. Как же невежливо, а? За что Федор плюнул ему в лицо. Полковник вызвал молодого офицера на дуэль, но Толстой уже тогда отлично стрелял и тяжело ранил полковника своего полка. В дальнейшем такие ситуации станут обычными для Федора Толстого. Я не имею в виду плевки в лицо, но дуэли. Кстати, дальше в этом видео я бы хотел немного порассуждать о дуэли в России. Что это вообще такое было, и даже не столько с технической точки зрения, сколько с точки зрения морально-этической. В частности, я бы хотел здесь привести слова одного из крупнейших отечественных специалистов о быте русского дворянства Юрия Михайловича Лотмана. Поскольку над Толстым нависла угроза наказания, и он мог быть даже разжалован в солдаты, спойлер, с ним это произойдет, но позже. А в этот раз Толстому повезло, поскольку намечался старт кругосветной экспедиции Крузенштерна и Лисянского. И на корабле должен был быть родственник Федора Толстого, тоже Федор Толстой, но Федор Петрович Толстой. У этого Федора Петровича была морская болезнь, и он не хотел ехать. И вот вместо него на корабле оказался наш сегодняшний герой Федор Иванович Толстой. В списках он значился как молодая, благовоспитанная особа. Темпераментная натура Федора Толстого в сочетании с массой свободного времени, бездельем, приводила ко всяческим непотребствам и хулиганствам с его стороны. Вот как о нем пишет еще один известный участник этой экспедиции Николай Резанов, который известен своей жизнью, своей романтической историей очень трогательной, которая нашла, кстати, выражение в мюзикле «Театр Ленком», «Юнона и Авось», но это отдельная история. Так вот, Резанов пишет о Толстом, что человек этот без всяких правил, не чтущий ни Бога, ни власти, от него поставленной. Сей развращенный человек производит всякий день ссоры, оскорбляет всех
беспрестанно сквернословит. Толстой всячески хулиганил, пьянствовал, подстрекал команду к бунту. А вот как он поступил с корабельным священником отцом Гидеоном. Священник этот имел слабость к спиртному. И вот, изрядно его напоив, Федор Толстой, когда священник уснул прямо на палубе, выкрал капитанскую печать из каюты Крузенштерна и этой печатью приклеил бороду священника к палубе. Когда бедный Гидеон очнулся, он увидел, что вот он уже не может встать, поскольку борода его приклеена, а Федор Толстой сказал, что это государственная печать. И вот, что священник теперь не может вставать, поскольку печать будет разрушена. Ну, в итоге бороду этого самого отца Гидеона отрезали. А еще во время одной из остановок Федор Толстой приобрел молодого орангутанга. Ну, впрочем, орангутанг команде полюбился. Ну а во время стоянки на Маркизских островах Федор Толстой вместе с местным вождем и тем самым орангутангом около суток в каюте пили вместе ром. Пил ли ром орангутанг, это неизвестно. Но зато вождь проникся к Толстому такой симпатией. Кстати, а на каком языке они общались? Так вот, он проникся такой симпатией к русскому аристократу, что на следующий день прислал на корабль несколько десятков местных женщин, которые и развлекались вместе с командой корабля. В общем, команда была тоже совсем не против. Переполнил чашу терпения Крузенштерна инцидент, когда Федор Толстой вместе с орангутангом взяли его бумаги, то есть, вернее, взял, конечно, Федор Толстой, но орангутанг участвовал тоже. Так вот, Толстой взял чистый лист бумаги, положил его рядом с дневниками Крузенштерна и вот этот лист начал марать чернилами. Когда орангутанг остался один, то он, подражая своему хозяину, тоже начал марать, заливать чернилами бумаги, лежащие на столе. И, соответственно, часть дневника Крузенштерна, часть бумаг капитана были испорчены. Много он там напачкал, залил чернилами или нет, исследователи затрудняются сказать точно. Тем не менее, Толстой за это был высажен с корабля на Камчатке. И вот с Камчатки-то он и добрался до одного из Алеутских островов. Ну и вот, представляете, этот человек не только освоился среди аборигенов, среди алеутов, но и стал у них очень уважаемой личностью. Во-первых, он научился также охотиться хорошо, как они, с его слов, конечно же. Он пользовался и луком отлично, и гарпуном. Также алеуты были восхищены его красивыми белыми ногами, с его слов, и дали ему в жены первую красавицу. А еще предлагали стать их вождем. Вот так вот. Но все-таки после нескольких месяцев пребывания оставаться там Толстой передумал. В своих видео я, бывает, исполняю, пою какие-то фрагменты музыкальных произведений, вокальных произведений той эпохи, о которой я говорю. И сегодня я решил исполнить отрывок из алеутской народной песни. Скажу сразу, что музыку такую найти очень непросто, но у меня есть альбом, очень неплохой альбом, который называется «Музыка северного сияния». И там вот есть настоящие, аутентичные песни разных народов севера. Поскольку я не знаю алеутского языка, и к тому же текст этой песни я искал, но найти не мог, то я спою мелодию, то есть вокальную линию этой песни, и она очень даже красивая. Я-я-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да, я-я-да-да-да-да, да-да-да-да-да-да-да-да.
Сначала я хотел исполнить фрагмент какого-нибудь романса той эпохи. «Уймитесь, волнения, страсти», да. Кстати, вот этот романс Глинки знаменитый, он уже тогда был написан, где-то в 1838-39 году, то есть при жизни Федора Толстого. Слова к этому замечательному романсу написал Нестор Кукольник. И слова там, кстати, еще те. Там есть вот такие слова, что «мне снится соперник счастливый, и злобно оружие ищет рука». То есть романс этот очень подходит к описанию жизни нашего сегодняшнего героя. Но все равно искушение спеть что-то голливудское было сильным. Может быть, я, конечно, это сделал и напрасно. Барабан не голливудский, сам я тоже голливуд еще тот, ну и, честно говоря, барабанщик тоже еще тот. По поводу татуировок Федора Толстого. Точно неизвестно, где ему их сделали. Некоторые историки говорят, что это было еще на Маркизовых островах, а некоторые, что это произошло уже у алеутов. Тем не менее, Толстого можно считать первым, ну или по крайней мере самым известным человеком с татуировками, с таким количеством татуировок в русской истории. Вот представляете, что где-нибудь в салонах, где присутствуют аристократы, читают стихи поэты, дамы в прекрасных вечерних платьях. И вот приходит Толстой, и здесь опять-таки разные историки говорят, что он показывал свои татуировки, по крайней мере, выше пояса. У него и ниже пояса там тоже были татуировки. Так вот, то, что выше пояса он показывал только мужчинам, а другие говорят, что он и женщинам, в том числе в этой компании, их показывал. А потом уже женщины выходили, и он показывал то, что ниже пояса, мужчинам. Все, кто описывают детально его татуировки, сходятся на том, что на груди у Толстого была большая разрисованная птица. По бокам ее змеи и другие мифические существа. Еще Федор Иванович говорил, что как-то бродя по скалам, он чуть не сорвался, но тут он увидел видение святого Спиридония. Это, кстати, покровитель рода Толстых. Этот святой помог ему уцелеть. Вскоре Толстой разжег костер, и его заметил проходящий мимо корабль, который и доставил его в порт Петропавловск на Камчатке. Ну, что из этого правда, что нет, судить очень сложно, особенно поскольку нас отделяет столько времени от этих событий. К тому же Федор Иванович сам мог что-нибудь и присочинить, как вы понимаете. Тем не менее, он добирался до Петербурга с Камчатки почти 2 года. Большие расстояния он проходил пешком. Кстати, люди тогда ходили гораздо больше, чем сейчас, и для современного человека пройти, например, 20-25 километров по городу, ну это не каждый на это решится, без большой потребности. А тогда это было, в принципе, нормально. Ну и, конечно, Толстого иногда кто-то и подвозил. Тем не менее, путь был действительно долгим. Еще одной причиной, из-за которой Толстой так долго добирался до Петербурга, было то, что появляться там, в Петербурге, ему вообще-то было запрещено указом императора Александра I. Но он этот запрет в итоге нарушил и пришел на бал, который устраивал Крузенштерн в честь окончания своего путешествия. И, придя на этот бал, Толстой громко так сказал, что спасибо капитану, я благодаря ему отлично провел время, интересно, вот на Алеутских островах, и тоже совершил кругосветное путешествие, только по другому маршруту. После этого Толстого опять-таки выслали из Петербурга в маленький гарнизон крепости Нейшлот, где Толстой вынужден был служить с 1805 по 1808 год. Но в 1808 году начинается русско-шведская война.
и Толстой отправляется на фронт. Там он геройски проявляет себя, возглавляет разведывательный отряд, служит в частности под началом Барклая де Толли. Война эта окончилась для России победой, и в 1809 году Финляндия вошла в состав Российской империи как Великое княжество Финляндское. Ну а Федор Толстой был прощен и возвращается вновь офицером в Преображенский полк. На войне Толстой показал себя настоящим храбрецом. Видимо, про таких людей, не помню уже в какой, но поется в песне «Гулять так гулять, стрелять так стрелять». И, скорее всего, человек этот был, ну вот знаете, адреналинщик такой, которому опасность, риск доставляет удовольствие и вызывает прилив сил. После русско-шведской войны герой Толстой был прощен, ему опять разрешили поселиться в Петербурге, но потом произошло, как сказать, догадайтесь, с 3 раз, опять дуэль, причем 2 дуэли. Во второй раз из этих 2 он убил некоего Нарышкина, который, по одним сведениям, обвинил его в нечестной игре, за что Толстой, передавая ему туза, сказал: тебя бы оттузить. Тот вызывает Толстого на дуэль. Результат понятен. И Федор Иванович был опять разжалован в рядовые. А во времена войны с Наполеоном он рядовым поступает служить в егерский полк. И опять-таки геройски, начиная от Бородина, заканчивает войну, Отечественную войну 12 года в Париже в чине полковника. Во время Бородинского сражения Федор Толстой был тяжело ранен в ногу, но оправился и продолжал воевать. А в 1815 он был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. Это очень почетная военная награда. После Отечественной войны 1812 года Толстой уходит из армии, он поселяется в Москве и большую часть времени живет там. И наш герой становится таким вот светским львом, так сказать. Он устраивает у себя дома приемы и начинает играть в карты. Ну, можно это назвать и так, профессионально. Игра его далеко не всегда была честной. Это мягко говоря. Когда я готовился к этому видео, я изучал разные источники о Федоре Ивановиче Толстом. И хочу сразу сказать, что есть такие вещи, по поводу которых сходятся все. А есть такие, спорные. Один исследователь говорит одно, другой другое. Ну, поскольку личность такая уж очень колоритная. И не обошлось в истории этого человека без всяких легенд и мифов. Теперь немного о дуэлях. Я как-то разговаривал с одной женщиной, и вот она мне говорит: хорошо бы было как раньше, допустим, меня оскорбил какой-то негодяй, и вот близкий мне мужчина за меня вступится и вызовет этого негодяя на дуэль, и из-за этого как бы негодяи 10 раз подумают, стоит ли им оскорблять женщину. Но если говорить о царской России, то негодяев это часто не останавливало. Их не останавливала опасность дуэли. А во-вторых, вот я и сказал, представьте, что будет дуэль, и ваш мужчина, близкий вам человек, он как раз на ней и погибнет. Почему вы думаете, что он застрелит, например, или проучит как-нибудь негодяя? Почему не наоборот? На самом же деле феномен дуэли в царской России гораздо сложнее. Здесь мы в первую очередь имеем дело с таким явлением, как дворянская честь. Сейчас у нас общество несословное. Дворянство кануло в лету. И, соответственно, дуэли, по крайней мере, в таком виде, в каком они были раньше, сейчас существовать не могут. Если, например, двое мужчин повздорили и, извините, пошли бить друг другу физиономии, то это не дуэль.
Близкий мужчина может вступиться за свою женщину, но это тоже будет не дуэль. Как пишет Лотман, которого я здесь уже упоминал, русский дворянин находился под влиянием двух противоположных регуляторов общественного поведения. С одной стороны, он должен был подчиняться власти. Он присягал государю. Дворянство первоначально, по крайней мере, являлось служилым сословием, в отличие от податных сословий. То есть это человек, который должен был отдать жизнь, если нужно, за государя, за империю. Но с другой стороны были законы корпоративные, то есть законы самого этого сословия, которое было, в общем-то, правящим сословием в России. Кстати, даже монархи, которые в российской истории пошли против интересов правящего класса, очень дорого за это заплатили. Например, Павел I. Так вот, в рамках дворянского сословия честь являлась основой, стержнем поведения человека в обществе. Одним из идеалов дворянской культуры, по крайней мере, что касается мужчин, была храбрость, бесстрашие. Соответственно, бесстрашие перед лицом смерти в ситуации дуэли, как пишет Лотман, было своего рода средством очищения от оскорбления. А оскорбления по тяжести и, соответственно, по дуэльным последствиям были трех типов. Незначительные. В этом случае человек, которого обидели, он соглашался, чтобы он и его обидчик вышли к барьеру, может быть, даже демонстративно подняли оружие или выстрелили в воздух. То есть это не несло за собой какого-то ущерба здоровью. Второе, это уже более серьезное оскорбление до первой крови. В этом случае, если один из противников, например, был ранен, то дуэль могли прекратить. И третье, самое серьезное, самое тяжелое оскорбление, они смывались только смертью одного из участников. Кроме защиты дворянской чести, дуэль, и это можно занести к плюсам, была средством защиты просто человеческого достоинства. Такая возможность появилась хотя бы у дворян, хотя они составляли очень небольшую прослойку населения России. Что я имею в виду? Например, человек знатный, влиятельный, богатый, занимающий высокое положение, оскорбляет дворянина, но гораздо менее знатного. И тот, кого он оскорбил, вызывает его на дуэль. И этим эти два человека как бы приравниваются. Ну а что касается недостатков моральных и этических, всего вот этого феномена дуэлей, это, конечно же, бреттерство. О нем я сегодня расскажу. И герой моего повествования как раз таки был бреттером. Ну и в целом иногда это все вот как бы причина дуэлей была похожа на абсурд. Просто это была какая-то мелочь. Вот сейчас я вам зачитаю маленький фрагмент того, за что могли вызвать на дуэль. Ну это какой-то бред. Бывало, хоть чуть-чуть кто-либо кого по нечаянности зацепит шпагой или шляпою, повредит ли на голове один волосочек, погнет ли на плече сукно, так милости просим в поле. Хворающий зубами даст ли ответ в полголоса, насморк имеющий скажет ли что-нибудь в нос, ни на что не смотрят, того и гляди, что по эфес шпага. Также глух ли кто, близорук ли, но когда, Боже сохрани, он не ответствовал или не довидел поклона, тотчас шпаги в руки, шляпы на голову, да и пошла трескотня да рубка. Слова, написанные Николаем Страховым в 1791 году. Ну и наконец, дуэль – это лотерея. Как я уже сказал в самом начале, хороший, благородный человек, который вступился за свою честь, может погибнуть, а негодяй может выжить, даже если у них приблизительно равные возможности, приблизительно равные способности стрелка. Но опять же, как я сказал раньше, модель поведения, идеал дворянина предполагал бесстрашие. То есть я знаю, что это лотерея,
но вот я все равно не боюсь. И к тому же были люди, которым такая игра нервов нравилась. И еще люди в то время были другие, если говорить об отношении к предопределенности жизни, такому вот фатализму. Люди были более религиозные. То есть, как говорится, делай, что должно, и будь, что будет. Все остальное – Божья воля. Да, кстати, на дуэлях дрались не только мужчины, но и женщины. Петр I своим указом все это дело запретил, но вот при Екатерине II женские дуэли расцвели пышным цветом. Были годы, когда, например, в один год происходило около 20 дуэлей женских. Но, конечно, мужских дуэлей было гораздо больше. Самой известной, наверное, женщиной в России, царской России, которая дралась на дуэли, была Екатерина Дашкова. Сподвижница Екатерины II, видный деятель эпохи Просвещения в России. Она возглавляла Академию наук. Дралась на дуэли она, правда, в Лондоне. Они повздорили с одной знатной английской дамой, дрались на шпагах, и Дашкова была ранена в плечо. Во время, когда жил герой моего сегодняшнего повествования, дуэли, женские дуэли в России также были, естественно. Женщины дрались и на пистолетах, но еще более часто, то есть в процентном отношении чаще, чем мужчины, они дрались холодным оружием, саблями либо шпагами. Причем женские дуэли, они часто были более яростными, то есть женщины стремились даже не столько убить, хотя и убить тоже, они стремились обезобразить свою противницу, там как-нибудь изуродовать ее лицо саблей, в общем, жуть. Когда мы говорим о личности Федора Ивановича, то слово противоречивый, сложный человек – это как раз вот то самое. То есть, с одной стороны, он был, конечно, такой персонаж малосимпатичный, поскольку был бритером. Бритеры – это как раз такие люди, которые дуэлируют много и которые ищут повода, часто сами провоцируя других на дуэль. Он мог быть жестоким, скандальным, но с другой стороны он мог помогать людям, мог быть великодушным, щедрым. Ну вот такой человек. Однажды Толстой должен был быть секундантом, необычно, да, но вот бывало и такое, секундантом, на дуэли у одного своего приятеля. Дуэль должна была состояться в 11 часов утра. Когда его приятель утром приехал за Толстым, он увидел, что Федор Иванович спит. И когда Толстой услышал упрек в свой адрес, почему он еще спит, он ответил, что теперь можно не спешить, поскольку вчера вечером он сам заехал к оппоненту своего приятеля, с которым должна была быть дуэль. Они поссорились, Толстой вызвал его на дуэль, и вот в то утро, в 6 часов утра, он его уже убил, а потом лег спать. Видимо, это была такая вот забота о жизни и здоровье его приятеля. При этом нужно сказать, что Федор Иванович был очень харизматичным человеком. Он умел производить впечатление на людей, он мог нравиться людям, в том числе женщинам. А из-за того, что он был человеком еще и образованным, Толстой приятельствовал с выдающимися представителями русской культуры того времени, в основном с литераторами. Умен был как демон и исключительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним было сложно спорить, вспоминает Фадей Булгарин. Федор Толстой прекрасно говорил и писал на русском языке. Вы меня спросите, ну и что? А дело в том, что в то время это было скорее исключением, поскольку язык знати был французский. Это был главный язык дворян того времени. И вот даже в 1848 году Гоголь писал в письме актеру Щепкину, как нужно играть в его комедии «Ревизор». Играющему Петра Петровича нужно выговаривать свои слова особенно крупно, отчетливо, зернисто. Он должен скопировать того,
которого он знал как говорящего лучше всех по-русски. Хорошо бы, если он мог придерживаться американца Толстого. Федор Толстой любил музыку, и иногда, по воспоминаниям современников, хорошее исполнение доводило его до такого вот восторга, экстаза. Хотя, конечно, часть той музыки, которую слушал Толстой, это была так называемая цыганщина, поскольку кутежи, вечеринки, пирушки, которые он устраивал у себя дома, они часто сопровождались цыганским ансамблем, с цыганским хором, и все это в итоге превращалось в сущий балаган. И еще одна парадоксальная черта этого человека, что Толстой мог быть для своих друзей надежным, верным, особенно с финансовой точки зрения, поскольку Вяземский рекомендовал Толстого Тургеневу, чтобы Толстой вел его финансовые дела. Также Толстой ради своего друга Гагарина заложил свое имение, чтобы помочь Гагарину выпутаться из финансовых проблем. То есть, с одной стороны, Толстой американец мог просаживать большие деньги в карты, ну и во время своих кутежей, так сказать, разбрасываться ими, бросать на ветер, что называется. Но с другой стороны, он мог быть финансово надежным ради своих друзей. Я считаю, что последнее достойно уважения. Разбирался в кулинарии. Толстой говорил, чтобы устрицы были вкусными, их нужно сначала замачивать в воде, в соленой воде. И как бы считал, что вот он первый до этого додумался. Сам выбирал мясо и рыбу. Причем считал, что самая лучшая рыба это которая вот еще живая, и она сильнее всех бьется в селке. А вот что Александр Грибоедов писал в «Горе от ума». Но голова у нас, какой в России нету. Не надо говорить, узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист. В Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист. Прочитав это, Толстой тут же узнал себя и написал для Грибоедова некоторые правки. Например, «В Камчатку черт носил», и затем он добавляет в скобках «ибо сослан никогда не был». После этого при встрече с Грибоедовым Толстой также упрекнул его в том, что тот написал, что он, Толстой, на руку нечист. Грибоедов ответил на это: ну, как бы многие же знают, что ты передергиваешь в карты. Толстой ответил: ну, только и всего, так напиши именно про карты, потому что иначе подумают, что я ворую табакерки. И уже когда «Горе от ума» вышло, то там как раз стояла звездочка, где сноска, где Грибоедов пишет, что ФТ на руку нечист, имеется в виду передергивает в карты, табакерки не ворует. Ну и в целом нужно сказать, что в то время отношение к карточному шулерству, к нечестной игре было не очень строгим. Вот если человек совершил действительно какой-то подлый поступок, или, например, он отказался драться на дуэли, ну или, например, он проявил трусость в бою, то из-за этого ему был закрыт вход во многие приличные дома. Но это не распространялось на нечестную игру в карты. Согласно другой версии, Толстой во время спектакля, во время первого исполнения комедии «Горе от ума» в Москве, когда шел монолог Репетилова, даже встал со своего места и громко заявил, что взяток никогда не брал, потому что не служил. И Грибоедов может это подтвердить. Своим друзьям Толстой говорил, что лучше с ним играть на деньги не надо, поскольку дружба дружбой, но когда он оказывался за карточным столом, то как бы он все забывал, погружался в игру и, так сказать, не щадил никого. Хотя надо сказать, что его самого бывало обыгрывали шулера, то есть он тоже страдал сам от этих людей. И при этом он терял большие деньги. А взаимоотношения нашего сегодняшнего героя и Александра Сергеевича Пушкина — это отдельная история. Как-то молодой поэт
Пушкин пришел в гости к Толстому, и они начали играть в карты. Пушкин проиграл, относительно значительную сумму денег и отказался ее выплачивать, поскольку понял, что Федор Толстой жульничает. Причем сказал он так вот немного завуалированно, что вы же играете наверняка. В принципе, в этот момент он уже мог бы получить вызов на дуэль, но Толстой так отшутился, сказал, что только дураки играют на счастье, а я использую расчет, твердый расчет. И, казалось бы, на этом все и кончилось. Но нет. Толстой затаил на Пушкина злобу, и когда поэта в 1820 году сослали на юг, он начал распространять вот такую клевету, как будто Пушкина перед ссылкой выпороли. Для дворянина это было огромное оскорбление. И Пушкин стал готовиться к дуэли. А словесную дуэль этих двух незаурядных личностей лучше просто здесь привести. Вот что Пушкин первоначально написал о Федоре Толстом. В жизни мрачной и презренной был он долго погружен. Долго все концы вселенной осквернял развратом он. Но, исправясь понемногу, он загладил свой позор, и теперь он, слава богу, только что картежный вор. Немного позже, в послании к Чаадаеву, Александр Сергеевич слегка изменил свои строки, и вот как они стали выглядеть. «Что нужды мне в торжественном суде, холопа знатного, невежды при звезде, или философа, который в прежнее лето развратом изумил 4 части света, но, просветив себя, исправил свой азор, отвыкнул от вина и стал картежный вор». А затем уже Федор Иванович Толстой, не желая оставаться в долгу, сатиры нравственной язвительное жало с пасквильной клеветой не сходствует немало. В восторге подлых чувств ты, Чушкин, то забыл, презренным чту тебя, ничтожным, сколько чтил. Примером ты рази, а не стихом пороки. И вспомни, милый друг, что у тебя есть щеки. Здесь Толстой намекает, что при личной встрече он даст Пушкину пощечину. Да, Чушкин, конечно, это тоже оскорбление, как он извратил фамилию. Александр Сергеевич понимал, что если дуэль состоится, то ему придется сразиться с крайне опасным противником. Он очень серьезно к этому отнесся, и перед возвращением в Москву, будучи в Михайловском, он тренировался в стрельбе и также носил тяжелую такую металлическую трость, чтобы укреплять руку. Потом уже говорили и писали, что Пушкин якобы не очень боялся этой дуэли, поскольку говорил, что ему когда-то нагадала гадалка, что его убьет блондин. Но, скорее всего, это такие вот легенды. В 26 году Пушкин возвратился в Москву и решил немедленно послать секунданта, чтобы вызвать Толстого на дуэль. И, конечно, нужно признать, что счастьем для Пушкина оказался тот факт, что Толстого в это время в Москве не было. Но потом, что бы вы думали, эти двое подружились. Именно Толстой познакомил Пушкина с семьей Гончаровых. Он принес письмо Пушкина для Натальи Гончаровой, матери будущей жены поэта, в которой Пушкин просит, чтобы ее дочь стала его женой. В письмах он даже называет иногда Толстого «наш сват». Ну и еще, например, есть факт, что Толстой присутствовал при чтении в 1828 году, при первом чтении в узком кругу близких лиц поэмы Пушкина «Полтава». Личная жизнь графа Толстого, американца, также очень интересна и необычна. Он несколько лет жил с красавицей-цыганкой. Мать моя была не русская,
правильный греческий нос, большие черные глаза на выкате, тонкие губы с поднятыми кверху линиями на углах рта делали ее лицо самонадеянным и хитрым. Походка у нее была легкая и скорая, с маленьким наклонением головы назад, что придавало ей самодовольный вид. При этой красоте как-то не хочется говорить о характере, который ей далеко не соответствовал. Так пишет дочь Авдотьи Тугаевой и Федора Толстого. Хотя дочь с матерью находились в целом в не лучших отношениях, и ее мнение, по крайней мере то, что касается характера ее матери, может быть предвзятым. При этом интересно, что цыганка Авдотья понравилась родителям Федора Толстого. Они, конечно, были уже привычны к чудачествам их сына, но все равно цыганка и аристократы это большой мезальянс. Авдотья также понравилась друзьям Федора. Ну и надо сказать, что Федор Толстой где-то год ухаживал за юной красавицей со всей страстностью, которая характерна для его темпераментной натуры. В определенный момент, когда Толстой очень крупно проигрался в карты и был даже на грани самоубийства, его любимая женщина, эта самая цыганка, принесла ему деньги. Толстой в изумлении спрашивает ее, откуда у тебя такие деньги, на что она отвечает, что вот те подарки, драгоценности, которые ты мне дарил, я их сберегла и теперь продала, и вот тебе эти деньги. Федор Иванович был так растроган таким поведением своей любимой женщины, что немедленно на ней женился. У супругов было много детей, но 11 из них, первые 11 детей, умерли, не дожив до совершеннолетия. Либо они умирали при родах, либо в младенческом возрасте. Толстой очень переживал смерть своей любимой дочери в 17 лет, Сары, которая умерла от туберкулеза. И с годами он стал относиться к этому, так сказать, философски, поскольку считал, что это расплата за те 11 человек, которых он убил на дуэли. И после каждого очередного умершего ребенка он записывал у себя в дневнике квиты. И только 12-й ребенок, дочь Прасковья, дожила до глубокой старости. Нужно, конечно, сказать, что в те времена была очень большая детская смертность. Это касалось, конечно, и простых людей, крестьян, но такая ситуация была обычной даже среди знати. Ну и такой шаг со стороны графа, как женитьба на цыганке, это был, конечно же, мезальянс. И после того, как он это сделал, двери некоторых, так сказать, известных домов для него закрылись. Ну и до того, конечно, у него уже был такой вот образ не самый благовоспитанный. Но тем не менее, это можно поставить в плюс Федору Ивановичу, что он не стал смотреть на какие-то вот условности, светские нормы, а женился действительно на женщине, которая ему нравилась, которая ему была нужна. На закате своей жизни Федор Иванович Толстой остепенился, он больше не дуэлировал и раскаивался в том, что он сделал. Он стал религиозным. Конечно, главным образом на его мировоззрение повлияла смерть его детей. Священник, который исповедовал Федора Толстого, говорил, что исповедь продолжалась несколько часов, и этот человек совершенно искренне признавался ему в своих грехах и искренне каялся за это. Скончался Федор Иванович в возрасте 65 лет. Что же касается судьбы Авдотьи Тугаевой, супруги Федора Ивановича, то она трагична. Авдотья Максимовна пережила своего мужа, но была убита собственным поваром, который сделал это ради грабежа. Надеюсь, вам было интересно послушать о жизни этого удивительного человека. Конечно, то, что касается бреттерства, всех этих дуэльных историй,
то это все относится к тому времени, хотя такие психологические типажи, как Федор Толстой, существуют в любую эпоху. Всего доброго!